Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я показываю, как идеально ровно собрать торт из двух совершенно разноплановых начинок. Как изолировать эти две начинки друг от друга. Здесь я не случайно выбрала проблемную начинку с прослойкой безе, то есть как даже в таком торте с очень влажной соседней начинкой собрать этот торт так, чтобы безе ни в коем случае не пострадало от этого. Итак, я выпекла здесь шоколадный бисквит на желтках, шифоновый шоколадный бисквит. Размер у меня диаметра здесь 21 сантиметр и коржи по 2,5 сантиметра в высоту. То есть коржи я специально взяла такие очень высокие, мне так нужно для этого торта было. Сейчас строго по линейке я нахожу середину у этих коржей и разрезаю эти два коржа на 4 части. Ровные 4 части. Как сделать такой бисквит, есть подробнейшее видео на моем канале. Я оставлю ссылку в описании и количество ингредиентов в описании к данному видео. Я не буду здесь показывать в данном видео весь процесс приготовления, потому что видео будет очень затянутым и длинным. В данном же видео я показываю именно схему сборки таких тортов, потому что очень много вопросов у меня поступает в комментариях. Сейчас, пока шоколадные коржи мне не понадобятся, я их сразу убираю в холодильник, завернув их в пищевую пленку. Обязательно, чтобы они у меня не высыхали. Убираю сейчас в холодильник. Итак, я также выпекла 6 коржей для торта «Молочная девочка». Коржи у меня также по 21 сантиметру в диаметре. Я советую сначала выпекать шоколадные коржи, а потом уже только молочная девочка, потому что коржи молочная девочка можно потом вырезать по тому диаметру, который вам уже нужен будет. Здесь проще с ней. Я разрезала 6 коржей на 12 равных таких половинок. Сейчас также простелив их бумагой для выпечки, чтобы они у меня не слипались, убираю в пакете для пищевых продуктов в холодильник. И тем временем я буду готовить кремы для этих двух абсолютно разных половинок. Безе для торта Сникерс я выпекла заранее. Итак, сейчас я начинаю сборку торта Сникерс. Как сделать вот этот крем, как собрать этот торт. Есть подробное видео на моем канале Сникерс с прослойкой безе. Еще раз повторяю, что ссылку я, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Здесь по второй половинке я просто выравниваю, как он должен у меня располагаться. Здесь у меня произойдет небольшая заминка с самой подложкой. То есть я потом уже пойму в процессе сборки, что для последующего декора диаметр этой подложки будет маленьким у меня. И я перенесу ее на другую подложку, эту половинку. Безе для торта Сникерс я всегда выпекаю вот такими палочками. Видите, они идеально сухие, получаются после просушивания в духовке, белоснежными, хрустящими и очень вкусными. Как приготовить такое безе, проходите по ссылке и смотрите. Итак, укладываю сейчас все безе. И такое безе очень удобно, оно очень мобильное. Очень удобно его укладывать на коржи. И разрезается в разрезе, тоже очень хорошо смотрится. Здесь у меня готовый уже обжаренный арахис с солью. И очень хорошо он идет именно вот в этот Сникерс. Я его покупаю, то есть нужно выбрать просто производителя качественного, который вам будет нравиться. Все это я закрываю плотно масляным кремом на вареной сгущенке. Рецепт этого крема также напишу в описании к данному видео. И в том видео по сборке торта Сникерс все это есть. Все пропорции, процесс приготовления этого крема, я там все показываю. Проходите по ссылке, смотрите. Максимально выравниваем, насколько мы это можем сделать. Накрываю следующим бисквитным коржом. Этот бисквит я не пропитываю, он очень влажный, очень сочный, он абсолютно не требует пропитки, буквально тает во рту. Шифоновый шоколадный бисквит на желтках.
Сейчас вот эту вот конструкцию я минут на 15 уберу в холодильник, просто чтобы у меня немножко схватился крем. Верхний слой безе я уже положила для того, чтобы крем, когда он будет из холодильника, он будет очень холодным, чтобы безе просто лучше приклеилось. Здесь вот этот казус, как я уже сказала, у меня с подложкой, и я сейчас просто переношу при помощи кондитерской спатулы на более крупную подложку, эту половинку. И теперь я уже приступаю к сборке торта «Молочная девочка». Здесь у меня творожно-сливочный крем. Его базовый рецепт также есть на моем канале. Ссылку на то видео я оставлю в описании к данному видео. И, естественно, как выпекаются сами коржи «Молочная девочка», также есть все это на моем канале. Все ссылки будут. Здесь смотрим просто схему сборки. Сейчас я закрою сначала торт Сникерс, чтобы мне просто регулировать высоту. Я буду смотреть сейчас, насколько высокими у меня будут коржи от «Молочной девочки». То есть постоянно здесь нужно смотреть, чтобы нам хватило коржей. Вот в таких тортах это очень важно. Здесь у меня прослойка свежая малина просто идет. Она должна быть, конечно же, промыта, просушена на одноразовых бумажных полотенцах. Сейчас вот до такой степени я уже собрала эти два торта. То есть безе у нас в предыдущих слоях уже полностью изолировано масляным кремом на сгущенке. За него переживать не нужно. И видите, сразу же выравниваем так, чтобы торт со всех сторон у нас был идеально ровным. Потому что потом в последующем процессе работы это будет сделать очень сложно. Сейчас я накрыла также коржом от «Молочной девочки» этот творожный крем, чтобы в безе у меня ничего не попало влажного. Высыпаю также арахис, разравниваю. Видите, у меня полностью влажный крем весь закрыт коржом. Это просто я делаю для удобства. Торт у меня в итоге получится 16 сантиметров в высоту и 21 сантиметр в диаметре. Это без украшения еще белковым кремом. Вес у него примерно 3 килограмма 800 грамм до украшения белковым кремом также. Теперь я накрываю последним шоколадным коржом. Также сейчас шоколадный корж я слегка выравниваю вот этим вот масляным кремом на сгущенке, чтобы окончательно полностью изолировать все безе. С боков, с внутренней его части, чтобы никакая влага у меня в безе не попала. То есть вот таким образом мы собираем такой торт. И безе у нас останется идеально хрустящим, вкусным и рассыпчатым. То есть за это переживать не нужно. И сейчас я уже до конца собираю половину торта «Молочная девочка». Здесь уже это делать очень комфортно, потому что мы знаем уже конечную высоту этого торта. Такой торт у меня в итоге получился. Сейчас я его ставлю обязательно в кондитерское кольцо. Здесь я уже использую канцелярские папки, потому что торт высотой 16 сантиметров, а ацетатная пленка у меня 15 сантиметров в высоту, она мне не подошла. И сейчас в таком виде я на ночь его убираю обязательно в холодильник, чтобы торт очень хорошо стабилизировался. Вот это очень важный момент. Такого плана торты, конечно, требуют хорошей стабилизации. У меня прошла ночь. Я убираю все эти папки. Торт уже очень стабильный. Здесь я приготовила сейчас масляный крем на сгущенке. Где-то грамм 200 этого крема. И я, особенно в том месте, где у меня стык, очень хорошо промазываю эти две половинки. И с боков я наношу такой полупрозрачный слой этого крема, но вот эти вот места стыков я более обильно, конечно, промазываю кремом. И вот в таком виде уже час он у меня где-то простоит в холодильнике, его уже можно будет украшать белковым кремом. То есть торт абсолютно стабильный, очень хорошо стянутый.
и за него переживать не нужно. Такие торты даже можно транспортировать. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.